Итак, всем привет! Сегодня у нас очередное мок-интервью. На этот раз по теме, которую просили многие в личке, в комментариях и где только не просили. Сегодня у нас мок-интервью на позицию пентестера, причем на стартовую позицию, то есть такое что-то среднее между стажером, между джуном, то есть самая-самая первая позиция. Соответственно, в качестве собеседуемого у нас сегодня Максим, студент третьего курса. Третьего же? Да, третьего. Да, третьего курса. И собеседование будет проводить Денис, так же, как и я, который является участником программы менторства в информационной безопасности. Опять же, все ссылки на программу будут в описании видео, так что если кто-то заинтересован в развитии карьеры в информационной безопасности, переходите, смотрите, изучайте, возможно, заинтересуетесь еще сильнее. Короткое отступление, буквально на 1 минуту. Собственно, как вы, наверное, могли заметить, у меня на канале опубликовано уже несколько роликов с интервью специалистов по кибербезопасности, по разным направлениям кибербеза, со специалистами разных грейдов. И хотелось бы, на самом деле, расширить перечень подобных видео, подобного контента. Но я столкнулся с такой проблемой, что найти людей, которые готовы вот так вот публично собеседоваться, сложнее, чем найти потенциальных интервьюеров. Поэтому, если вы хотите пройти интервью в подобном формате, если вы специалист, начинающий специалист по кибербезопасности, пожалуйста, пишите, не знаю, здесь в комментариях к ролику, в комментариях в телеге, в личку мне в телеге, куда угодно, в общем, связывайтесь. Обсудим варианты, как можно организовать это интервью. В первую очередь интересуют специалисты по направлениям инфраструктурного пентеста, Security Operation Center, то есть СОКа, и Application Security инженеры. В первую очередь, опять же, специалисты начального уровня. Но, в принципе, если вы не подпадаете под эти критерии и все равно хотите принять участие, пишите, обсудим, возможно, придумаем что-то еще. Итак, коллеги, собственно, передаю слово вам, сам, пожалуй, отключаюсь. Да, Максим, привет еще раз. Давай чуть-чуть познакомимся сейчас, чтобы понимание было по вопросам, вообще по позиции. Можешь чуть-чуть рассказать про себя, где учишься, да, что вообще, почему обратил внимание на информационную безопасность? Вот, давай как-то так вкратце. Учусь я на информационной безопасности, 3-й курс. Почему решил туда поступить? Как-то да, с детства был интерес, решил, что все-таки мне инфобез ближе, чем разработка. И, я считаю, что не прогадал. В общем-то, сразу же с того момента, как поступил, узнал, что у нас есть кружок по CTF в ВУЗе, сразу же направился туда. Первый год как студента был, в общем-то, кружок у нас был организован просто как площадка для обмена опытом. Старшие студенты учат младших студентов. Потом у старших студентов времени на это дело не стало, и мы как бы с моим одногруппником переняли весь этот CTF-клуб, и сейчас его ведем 2-й год. И участвую, Круто. соответственно, в соревнованиях. А в ЦТФ-ках в каких-то общеизвестных участвуете или там между вузами какими-то? У нас есть соревнование ежегодное местное от нашей же кафедры, собственно. Там, естественно, участвуем. Мы в крупных тоже. Вот последнее сейчас Стив Кап был 30 часов. Вот только позавчера и вчера он проходил. Так, да, в основном в крупных CTF-ках, либо в наших местных. Понял. А у тебя специализация по большей части в ЦТФ-ке по вебу или По большей вообще части по всё? вебу, да. Сейчас я, в принципе, во все стороны копаю, потому что мне по работе надо знать всего, хотя бы на базовом уровне. Поэтому в процессе. В основном на CTF-ках по вебу, да. Круто, круто. Давай тогда я тебя по вебу и поспрашиваю.
части пентеста, по большей части по вебу. Понятное дело, будут отдельные вопросы по инфре, возможно, какие-то. Вот. Но начнем, наверное, давай с базовых знаний по безопасности, ну, смежных, скажем так, с пентестом, с отчетностью. Насколько ты вообще знаешь, как составляются отчеты по пентесту? Вот что в них включается, как ты думаешь? Ну, отчеты по пентесту примерно понимаю, как составляются. Самому, конечно, особо не приходилось, только в рамках соревнований было пару раз. Но вот такие тоже первые попытки. Ну, по-хорошему, начинается с чего? С заголовка. Какая организация, какая цель пентеста, скоуп указывается, что мы тестируем. И далее, м, далее идут, можно сразу же вставить заключение по работе, что было выявлено, какие уязвимости, какие рекомендации дальнейшие для того, чтобы пофиксить его общее состояние сервиса тестируемого. И, соответственно, ход работы, это то есть какие методы были применены пентеста и что удалось найти, что удалось раскопать с подтверждением. Ну, я так это понимаю. Мгм. В целом, да, круто. Можешь чуть-чуть последний этап рассказать, где чуть-чуть подробная история, да, про уязвимости? Как это выглядит, что точно должно быть в каждой уязвимости в описании? Ну, начнем с примера, наверное, с какого-то просто ситуации. Да. Допустим, у нас скоп это просто досайтик, то есть любые уязвимости на нем найти, веб-сервис, веб-приложение. А, И мы обнаружили там SQL-инъекцию простейшую. Соответственно, в отчете мы должны отобразить будем, э, где она есть. То есть, сам, допустим, endpoint, на котором она возникла, что как мы ее можем воспроизвести, это один из самых важных моментов. И какой, какая критичность, какой импакт от этой уязвимости есть. И способы ее, как это, как ее пофиксить. Mitigation, короче. Мгм. Вообще супер, да. Расскажи про критичность чуть более подробно, каким образом рассчитывается уровень критичности той или иной уязвимости. Может, какие-то там способы есть универсальные? Ну, из самый универсальный способ это, из того, что знаю, это CVSS, то есть скоринг уязвимостей для CVE, для Common Vulnerabilities and Exposures. Ну, это вообще в целом для любых уязвимостей, не только в вебе, вообще в целом. И варьируется он точных принципов я назвать, наверное, не смогу, как именно проходит там триаж, как определяется критичность, но э, примерно, если прикидывать, то там CVSS там 10, если имеется RCE, если имеется эксплойт, если это легко и просто воспроизвести. Если теоретически там есть возможности эксплуатации, эксплойта нет, то это там около семерки до тех пор, пока не будет разработано что-то, что позволяет использовать уязвимость. А если рассуждать для частных случаев, там, пентестовых приложений, я не уверен, не могу назвать универсального способа определить критичность уязвимости. В целом ты правильно про CVSS рассказал. Вот спрошу у тебя, ну, пользовался ли вообще калькуляторами вот этими CVSS? Если пользовался, то какими? Нет, не пользовался. Я понял. Ну, окей. Так, тогда ты еще упомянул историю с CWE и CVE. Можешь рассказать разницу между этими двумя понятиями? М, так.
Нет, к сожалению, я не припомню. Я не припомню, что такое CW. Про CVE, как бы, понятно. CVE — это база данных уязвимостей, распространенной уязвимости, ну, Common Vulnerabilities и Index Exposures, короче, Мгм. которые делятся. Ну давай, ладно, раз не знаешь в Мгм. целом, я тебе сейчас кратенько расскажу. CVE, правильно ты сказал, то, что это, да, какая-то база уязвимости, где различные хакеры, пентестеры закидывают туда свои находки, да, и им определяется определенный уровень, точнее не уровень, а номер CVE-шки. Вот, она привязана к году и к номеру найденного как раз-таки в этот год. Вот, CWE — это непосредственно база по недостаткам, то есть это обобщенная история, то есть если у нас есть недостаток валидации параметра какого-либо, там, ну, который приводит там, к XSS, Мгм. например, или к SQL инъекции, вот есть номер у этой CVE-шки определенный, ну и есть определенная база данных вот этих вот CVE-шек. То есть это база по недостаткам. Вот. А Common Vulnerabilities — это по Получается. ну, weakness — это по недостаткам, да, vulnerabilities — это по как раз-таки Мгм. уязвимостям, которые уже стопроцентные уже есть в той или иной системе. Да, окей. Ну, в целом, по базе, давай опустим историю. Давай и по недостаткам пробежимся, по уязвимостям уже прям по таргетным. Расскажи мне про XSS, про тип XSS и про то, как можно защититься от XSS. Какие последствия вообще XSS существуют? XSS, он же Cross-Site Scripting, это уязвимость, которая позволяет внедрить в вредоносный скрипт, вредоносный JavaScript код обычно э, на стороне клиента в веб-приложении. То есть, ну, не только на стороне клиента. Собственно, бывают следующие виды XSS. Это Stored, Reflected и DOM-based XSS. Reflex — это мгновенная XSS, это, то есть клиент, э, э, точнее, вредоносный код встраивается в сайт на стороне клиента и мгновенно выполняется действие. Допустим, там редирект на вредоносный сайт или там кража кукисов, сессий и прочего. Stored XSS отличается тем, что он хранится на сервере, то есть злоумышленник может закинуть самую нагрузку на сервер, и она там будет и есть. И в любой момент, когда пользователь перейдет там условно в определенный раздел сайта, самый простой пример — это самый базовый, это форум, где можно оставлять комментарии и где нет, собственно, никакой валидации. И если злоумышленник закинет туда, там, можно закинуть туда какой-то скриптик, он будет там лежать и выполняться каждый раз, когда юзер туда зайдет, соответственно. DOM-based XSS — это XSS, который встраивается в DOM дерево, то есть Document Object Notation. Это та структура, по которой вообще рендерится страница в браузере. То есть отличается она от других тем, что я бы сказал, тем, что пользователь вообще не видит, не может задетектить практически этот э, код, который был встроен злоумышленником. И наименее заметное, так сказать, я бы сказал. Ну, сам чаще всего встречался Ну, с Reflected и Stored, ну, с клиентом. мгм. В целом, хорошо ответил. Единственное, про дом немножко как-то расплывчато. Правильно сказал, то, что код встраивается в Document Object. То, что его нельзя заметить, ну, единственная история, что, ну, ты его в обычном HTML-коде, наверное, не сможешь задетектить, но Да, так или да. иначе дом ты можешь посмотреть. Ну, посмотреть, конечно. Ну да, то есть в самом, там, в проксе какой-нибудь ты его не обнаружишь, но так или иначе XSS-ка
ну, детектится. Мгм. Да, давай про способы... ну давай сначала к чему приводит, и Да, какие точно. способы устранения. XSS может привести, как я уже упоминал, к краже кутисов, сессий, токенов, то есть всего, что хранится у клиента. Оно может быть получено с помощью этого скрипта и отправлено злоумышленнику, или и он может, соответственно, воспользоваться этими данными, если существует возможность там, повторного использования того же там, токена или session ID, то он может перехватить его и, соответственно, выполнять какие-то действия от лица пользователя. И еще один вариант развития событий – это CSRF, то есть с помощью этого же скриптика на сайте перебрасывать на вредоносные ресурсы подконтрольные злоумышленнику э, или ну, также, опять же, с помощью внешнего ресурса проксировать трафик к запросы пользователя к серверу. Ну, то есть так или иначе угонять трафик на свой ресурс. Мгм. Окей, про CSRF немножко не понял. Можешь рассказать? Э, Ой, ну да. Вообще CSRF, да, немножко про другое, но XSS все равно можно к CSRF подвести, так или иначе. Но стоит ограничиться тем, что это можно заредиректить пользователя на левый сайт, а оттуда уже раскручивать CSRF. Потому что CSRF, Cross-Site Request Forgery, это уязвимость, э, которая позволяет э, так, как это сформулировать правильно? Лучше рассмотреть на примере, наверное. Когда у нас есть там подконтрольный злоумышленнику сайт, юзер заходит на него, и с этого сайта отправляется запрос на любой легитимный сервис, допустим, банкинг. Возьмем интернет-банкинг, как условный пример. Пользователь уже авторизован в нем, то есть хранится в данных в браузере данные об авторизации. Пользователь попадает на вредоносный сайт, и, соответственно, уязвимость CSRF реализуется так, что с этого сайта отправляется запрос на тот же банкинг при этом с данными пользователя об авторизации. Вот таким образом. Давай чуть-чуть поправлю. В целом понимание у тебя есть, что такое CSRF, да? Ты правильно сказал в самом начале, то, что XSS можно сделать CSRF-ку. CSRF с названия Cross-Site Request Forgery исполнение межсайтового запроса от имени пользователя. Да. Вот, то есть ты не только со стороннего сайта злоумышленника это можешь делать, ты можешь это делать непосредственно на сайте злоумышленника. Ты можешь это делать, в принципе, без сайта какого-либо, если у тебя get-запрос. То есть с помощью XSS ты можешь отправить за пользователя пост, get, абсолютно любой тип запросов с подстановкой его куки, потому что у него в браузере куки эти уже подставлены. То есть тут даже не спасут куки, которые там secure, HTTP only, это все не спасет. Ну да, это в принципе понятно. Я пошел через пример. Ну да, так, верно. Но я к тому, что типа не только со стороннего сайта это можно делать, а XSS напрямую без редиректа можешь сделать с помощью XSS CSRF. Мгм. Окей, давай способы устранения XSS. Так, ну, для начала это валидация инпута пользователя, если мы говорим о Stored XSS. То есть мы не должны допустить того, чтобы э, злоумышленник мог отправить JavaScript код, и он потом останется на странице и будет встроен, собственно, в сайт. Делается это с помощью
Ну, самое базовое, это санитайзинг, то есть мы должны очищать любой ввод пользователя. Второе — это проверка на то, какие данные он вообще вводит. То есть, мы должны строго ограничивать, допустимый, набор инпута, собственно. И это же это же касается и Reflected, то есть мы не должны вообще, в принципе, допускать возможность того, чтобы сторонний, JavaScript код мог вне ведома пользователя в его браузере оказаться на этом сайте. А, что касается DOM-based, опять же, применимы все те же правила, но конкретнее уточнить не могу. Мгм. То есть, по сути, пока что только валидация пользовательского ввода. Э, Ну да, валидация пользовательского ввода и ограничение этого самого ввода. Мгм. Ко- Какие-то еще способы, может быть, знаешь, нет? Один из пунктов ты сказал то, что кража сессионных данных пользователя. Может быть, в эту сторону чуть-чуть подумать. Насчет, насчет XSS и кражи Да. сессионных данных, ну, во-первых, Ну, ладно, томить не буду. Если не знаешь, в целом, окей, давай сейчас тоже кратенько расскажу, какие еще есть способы. Помимо валидации пользовательского ввода, есть еще HTML-энкодинг. То есть, когда у тебя сам сайт на странице энкодит те или иные символы в HTML. Ты наверняка видел да, видел. QT-шки, GT-шки вот эти вот, которые не позволяют, в принципе, внедряться всяким скриптам на страницу. Вот, про что я тебе говорил, про сессионные данные. Есть у Cook определенные параметры. Secure, HTTP only. Мгм. Вот все вот эти вот флаги нужно для Cook ставить. Ну, same site, HTTP only и secure. Вот. По-хорошему они защищают от того, что Куку с помощью JS можно будет вытащить и передать на сторонний домен. Вот, тоже как одна из защит от XSS, потому что, ну, непосредственно XSS приводит к краже куки. Вот, помимо этого есть еще Content Security Policy, может быть, слышал про это что-то, CSP. Так, слышал, да, что-то... Ну, вкратце, Нет. это политики, которые определяют на странице, какие будут подгружены скрипты. Вот, это тоже как один из способов защиты от XSS, потому что у тебя разработчик заранее определяет, какие скрипты будут подключены. То есть он может определить так, чтобы скрипты подгружались только с какого-либо сайта. То есть инлайн-скрипты выполняться не будут. Что бы ты там не внедрил, какую XSS не внедрил, у тебя она не будет исполняться. Будут исполняться только скрипты со стороннего сайта. Вот, тоже как один из способов защиты от XSS. Окей, давай дальше перейдем к другой, наверное, уязвимости. Про SQL не буду спрашивать. Прошу у тебя про Айдора. Про Айдора что-то слышал? IDOR, Indirect Object Reference, это классический пример того, что называется как бы broken Object Layer Authentication, если брать Avast топ-10 для веба. То есть IDOR заключается в том, что мы можем обращаться к объектам каким-то на сайте, к которым у нас нет прямого доступа. То есть мы не авторизованы к ним обращаться, мы можем это делать. Соответственно, самый примитивный пример — это, когда у нас, никак не проверяется
авторизация нашего пользователя, и мы можем подставить там параметр ID какого-то объекта другого, который нам не принадлежит, и получить к нему доступ. Да, круто. В целом идея такая, да. Можешь рассказать про способы защиты Айдора? Это с каждым запросом вообще к серверу, к API-шке должна проверяться то, что пользователь аутентифицирован и авторизован. Соответственно, это токены, сессии, лучше, конечно, токены. В целом, да, можно также ограничить на сетевом уровне, но к айдорам в меньшей степени относится. В целом, да. То есть, по сути, проверка пользовательского принадлежности пользователя к тому или иному объекту. Давай то же самое, ну вот описание уязвимости, к чему приводит и как можно устранить уязвимость про race condition. Race condition, он же гонка данных, это уязвимость, которая возникает, когда... Да, нужно здесь вспомнить. Это когда выполняются, допустим, сразу несколько запросов, и они обрабатываются сервером одновременно, и, соответственно, может при этом могут возникать ошибки в результате обработки этого запроса. То есть можно вызвать... Но если у нас есть race condition, то как минимум мы можем вызвать denial of service, либо прокинуть какие-то свои данные. А насчет того, как это в контексте веба, как от этого защищаться, я тут не уверен, на самом деле. Смотри, race condition по большей части возникает, когда у тебя, ну, это в больших ситуациях, есть, конечно, исключения, но в большей части, когда у тебя есть подключение к базе данных, и когда у тебя это подключение не совсем правильно реализовано на стороне разработчика. Что такое race condition? Когда у тебя пользователь в многопоточном режиме отправляет одинаковые запросы, и сервер открывает подключение к базе данных в многопотоке, не проверяет изначальные данные, вернее, проверяет первый раз, потом делает несколько действий, не перепроверяя на нескольких этапах эти действия пользователя. Например, с промокодами, да, например, у тебя есть промокод на 10 рублей, да, который сгорает после активации. В самом начале ты, отправляя несколько, там, десятки запросов, у тебя сервер проверяет, валиден ли этот промокод или нет. И на этапе проверки, следующий этап, когда активация идет промокода, у тебя сервер уже этой проверкой не делает, активирован этот промокод или нет. И активацию промокода он также не заканчивает, то есть сам промокод у тебя не активирован еще. И все 10 промокодов, если ты одновременно их отправишь, они тебе так или иначе накинут определенную сумму. То есть не 10 рублей у тебя будет, там, а 100 рублей, если ты 10 запросов отправишь. Вот. И в конце сервер, да, проводит эту вот проверку активации промокода и деактивирует твой промокод. Но есть возможность несколько раз использовать этот промокод. Как устранить? Банально просто внедрить проверки на всех этапах, плюс в некоторых случаях помогает отключение многопоточности. Но это плохая практика, лучше внедрять побольше проверок, скажем так. Вот. Окей, я сейчас... Как у тебя с чтением кода вообще? Да, в принципе, нормально. Это как бы основной навык, но смотря какого кода. Обфусцированного не очень. Не, обычный код, там строчек 20 будет. Да, расскажи, какую уязвимость видишь на странице, и точно так же про что это. Ну, опиши кратенько. То есть в функции track user я вижу, что запрос к базе данных, точнее, подключение к базе данных, запрос, который вставляется
айдишник напрямую из реквеста. То есть данные никак не очищаются, соответственно, у нас есть здесь SQL-инъекции 100%. Да. Да, супер. Правильно, здесь SQL-инъекция прямо в том параметре, который ты сказал, то, что из get у нас ID достается. Супер кратенько расскажи про SQL-инъекцию и пойдем дальше, наверное. Опять же, SQL-инъекции это это уязвимость, которая характеризуется возможностью вставить внедриться в SQL-запрос к базе данных на сервере. То есть мы можем, если у нас есть доступ прямой или непрямой к тому, что вводится в запрос, как здесь параметр tracking ID, мы здесь можем прервать этот запрос легитимный и вставить любой свой запрос, там, вывести данные, которые нам нужны. Ну, SQL-инъекции бывают тоже нескольких видов. Обычные SQL-инъекции – это когда мы видим какой-то ответ полноценный от базы данных. И есть слепые SQL-инъекции, blind SQL injection, которые бывают обычный blind SQL injection – это boolean. То же самое. То есть мы можем делать вывод о том, как отработала наша инъекция, по тому, возвращается true или false, или двойная слепая SQL-инъекция, но это совсем сложный случай, когда у нас мы можем делать выводы о том, как работает база данных только по таймингам, по тому, как долго она обрабатывала запрос. Окей, да, в целом вкратце ок. Давай по уязвимостям тебя мучить больше, наверное, не буду. Спрошу про инструменты. У тебя в резюмешке там есть некоторые инструменты. Расскажи вообще с момента разведки и проведения веб-пентеста. Вот тебе дали сайт какой-то, да, тебе нужно как-то найти там уязвимость. Какими инструментами будешь пользоваться? И тоже вкратце про них, что они делают. Ну, первое. Дали сайтик. Первый этап – разведка. Первый инструмент – это браузер. Заходим на сайтик и смотрим, что там вообще есть. Изучаем содержимое этого сайта на самом поверхностном уровне. Следующим пунктом мы можем изучить исходный код клиентской стороны, то есть посмотреть, какие скрипты, какие эндпоинты вообще туда там есть, и куда что сервер отправляет. Дальше мы можем, опять же, следуя все еще из этапа разведки, мы будем переходить понемногу в этап перечисления. То есть мы можем сразу же изучить или ручками, или с помощью какого-нибудь фазера, какие есть вообще объекты, какие эндпоинты, что куда торчит, куда мы можем обратиться. Можем прогнать там какой-нибудь сканер веб-уязвимости, какой-нибудь никто, посмотреть, что он выдаст. Обычно этим не занимаюсь. Потому что на первых двух этапах уже, в принципе, становится примерно понятно, куда дальше копать. То есть мы выяснили, какие ресурсы нам доступны, что мы можем делать на этом сайте, как авторизованные, как неавторизованные пользователи произвели там разведку и перечисление. Следующее, мы прикидываем, куда мы можем встроиться, то есть отвечаем на вопрос, что мы можем модифицировать и к чему это может привести в теории. То подрубаем здесь бурпсьют и с помощью прокси там, модифицируем запросы, пытаемся их отправлять, чтобы выяснить там какое-то наше предположение, верное оно или нет по поводу уязвимостей. Там сработает или не сработает. А дальше, когда мы уже, допустим, опять же возьмем банальную SQL-инъекцию, то что мы предполагаем, что есть,
что есть какое-то поле ввода, обращение к базе данных и так далее. Мы пытались сами что-то прокинуть, но у нас не получилось. А тут, например, можем автоматизированную тулзу использовать, там, SQL Map, которая сразу много пейлодов прокинет. То же самое с другими видами инъекций, там, SSTI, то же самое есть. Можем руками попробовать, можем с помощью там, SSTI мапы и прочего. В общем-то, занимаемся в основном фазингом, когда пытаемся куда-то пробиться. Дальше, когда мы получили доступ, нашли уязвимости, мы, соответственно, пытаемся продвинуться дальше, насколько это возможно. То есть еще на этапе эксплуатации, если у нас есть там, допустим, SSTI или любая другая инъекция в параметр, который может вызвать command injection, то мы проходим по этому вектору и пытаемся раскрутить это дело до полноценного RCE. То есть идем до самого конца, как мы можем использовать эту уязвимость. И когда мы уже, если мы получили доступ там, и мы можем исполнять уже что-то на стороне сервера, там, допустим, у нас есть SSRF или RCE, то мы уже можем после эксплуатации двигаться в сторону или с помощью SSRF, или пытаться обращаться к внутренним ресурсам, которые стоят за этим сайтиком во внутренней сети, или наружу использовать эту уязвимость в своих каких-то целях. Или RCE, если мы получили RCE, мы можем раскрутить до шелла, там закрепиться и так далее. То есть горизонтальное движение повышения привилегий, но это уже выходит немножко за рамки веба, и, соответственно, в конце, когда мы уже пришли к конечной точке или выходим из нашего скопа, или добрались до конца этой уязвимости, то есть максимум импакта с нее получили, ну, либо данные какие-то, если мы смогли получить доступ к чувствительным данным или другим пользователям, мы уже это все фиксируем и составляем отчет. Вообще круто, да, рассказал. В моменте подумал то, что не скажешь про скоп, увлекся RCE-шками и SSRF-ками, но круто, да, рассказал, что есть определенный скоп, и только в этом скопе нужно работать. Вообще супер. А можешь рассказать, ты про фазинг, да, очень много говорил, какие инструменты фазинга ты используешь, какие есть, может быть, там в Burp Ну, используешь? я Ну, чаще хорошо. всего, если здесь в фазинге заходит, то это или FAF, ну, или GoBuster, или DIRP. Ну, тут что под рукой имеется, в общем-то, не принципиально. Функционал примерно одинаковый. Фазинг, ну, на CTF-ках это достаточно сек-лист, те классических ворд-листов, в общем-то, чаще всего это для поиска директории использую. А вообще, что касается инъекций, там, параметры или чего-то подобного. Можно использовать Burp, его интрудер, где мы можем вставить в нужный фрагмент HTTP запроса точку, в которую мы будем закидывать наши payload, оно будет их перебирать. Но это дело медленное. А в комьюнити-версии BurpSuite обычный интрудер работает крайне медленно. Иногда это удобно, когда ну, потому что там наглядно видно и точечно можно встроить, там, куда, какой payload и какой тип. То есть там можно или снайпер атак, или целиком ворд-лист туда закинуть. Это удобно, но это медленно. Когда мы определили, что мы можем с этим сделать, лучше переключиться на какой-нибудь другой инструмент, или иногда проще написать Python скриптик, который будет эти запросы в нужном нам виде отправлять. Да, супер. А помимо BurpSuite, знаешь ли прокси еще Прокси, какие-то? Avast, ну, у Avast есть свой пакет софта. Я им тут как-то не доводил использовать. У Avast Zap, у них прокси называется. Вроде. Есть, у нас есть у наших вендоров разных, тоже свой сот, но он коммерческий, там, если взять
позитивов. Тоже целый набор софта для скана уязвимостей. Наверняка у них и прокси есть для веба. Опять же, оно денег стоит, не пользовался этим. В основном Мгм. Про у вас, сейчас он не у вас, сейчас он Checkmarx Zap, насколько я помню. Но да, посмотри, потому что инструмент в целом он бесплатный, там нет таких ограничений, как в Бурпе, и в целом там достаточно интуитивно понятный функционал, и тоже там скриптов много, просто если будет время, Ну, поизучай, понятно. посмотри, потому что инструмент Надо тоже будет. прикольный. Так, про разведку немножко не дослышал всякие нюансы. Про директорий ты сейчас дорассказал, да, а про порты можешь рассказать? У тебя же помимо Про веба порты, есть ну еще да, история. ну да, Nmap будет запустить не лишним, просканить, что вообще есть, да, забыл упомянуть, на каких портах какие сервисы на этом самом сайте, который торчит в интернет. Потому что часто бывает так, что кроме сайта там есть еще что-то, за что-то можно зацепиться. И, соответственно, в Nmap у нас тоже функционал огромный, связанный с тем, что мы можем там посмотреть для начала, какие версии, каких сервисов используются, и потом ручками нагуглить, какие есть уязвимости, или там, воспользоваться скриптами многочисленными, если хотим что-то в отдельности потестить. Тоже в этом плане мощная вещь. Так. Мгм, круто. Метасплойтом как-то раскручивать тоже версии. Ну, работал вообще с Да, метасплойтом, работал. метасплойдом, почему бы и нет, собственно. Мы провели какую-то разведку, выяснили примерно, что там есть, какие сервисы используются. И там, допустим, у нас сайте там с WordPress, условно. А WordPress, что в WordPress есть плагины, много плагинов. Еще WordPress бывает старый. Соответственно, мы можем запустить Metasploit, тоже большой фреймворк, в котором содержатся уязвимость и сканеры уязвимостей, и в первую очередь и эксплойты, и пейлоуды под самые разные нужды. Там определили, что мы хотим поискать, там, уязвимость для чего-либо. Там, Metasploit, там, Search, это сервис такой-то версии, ищем, есть ли что-то в базе этих самых уязвимостей или эксплойтов. И дальше можем воспользоваться Metasploit, чтобы пойти дальше, скрутить это дело. Окей, да, главное понимание есть, и что делать с ним тоже есть. Круто. В целом вопросы, наверное, больше этические остались, наверное. Если у тебя есть возможность, ну, нашел какую-то версию веб-приложения, да, и нашел эксплойт на DOS сервера, что ты будешь делать в этом случае? Репорт владельцам сервиса. Еще интересно, как я ее нашел вообще? Если Ну, случайно наткнулся. именно из-за версии... Нет, ты нашел просто уязвимую Просто версию версию ПО, которая уязвима, да, к DOS. Ну, очевидно, письмо, там, в личку владельцев сайта, оно должно быть, точнее, контакты должны быть где-то. Или на сайте, или, не знаю, в крайнем случае, в УИС посмотреть, кто там владелец домена, ему отписать об этом. Вот если тебе дали задание, да, протестировать веб-сервис, ты уже там типа написал почти отчет, да, и у тебя есть уязвимость неподтвержденная, просто ты нашел на exploit DB, например, эксплойт какой-то, что есть возможность DOS сервера. Будешь ли сообщать или будешь проверять эту уязвимость? В первую очередь сообщать. Если касается ДОСа, то 100% сообщать, потому что какой бы ни был скоп, нужно обговорить вопрос, можно ли ложить сервис или нет вообще. А потом только проверять. Окей, да, вот. Ну, наверное, все. В целом отвечал хорошо, действительно. У меня вопросов, наверное, больше нету. Это
Было интересно, спасибо большое. Давно хотел в таком формате проверить свои знания. В принципе, да, я так понимаю, фидбэк от тебя какой-то финальный, подводящий итог, может быть. Я могу, да, фидбэк какой-то сказать. Максим отвечал на самом деле очень уверенно. Мало кто отвечает на собеседованиях так уверенно, тем более, если это одно из первых твоих собеседований, вообще очень круто. Вот, в плане позиции там Джун Пентест в веб-части, я думаю, можешь смело пытаться залетать. Понятное дело, в каких-то организациях тебя будут душить больше техническими вопросами, но тут, мне кажется, нужно будет просто побольше ходить, побольше собирать вопросов. По уязвимостям побольше поузнавай, ну вот про RSU, например, слабенько ответил, вот, про CSRF-ки тоже неполные ответы какие-то были, про способы устранения уязвимости тоже почитай. В целом отвечал здраво, но есть небольшие пробелы. Вот. По пентесту, не знаю, хорошо. И по знанию процесса хорошо. Понятное дело, что у тебя опыт из-за CTF такой, но я тебе скажу, что опыт хороший. Вот, ты знаешь, о чем говоришь, и знаешь, что и как можно протестировать. В целом вообще good. Вопрос такой, а вот с позиции HR, если бы на реальное собеседование сейчас пришел, то какой бы резюме, как у кандидата вы бы могли сделать? По большей части резюме дают технические специалисты и руководитель, который присутствует на Да, собеседовании с HR. По большей части ты общаешься на какие-то общие темы, кто ты такой ну и да, вообще, как то есть там такие договорился с общие HR. моменты. Вот, то есть HR чаще всего на резюмешках в конце скажет, что вернутся с ответом, и они действительно там возвращаются. Хорошие HR возвращаются в точный срок, который они тебе говорят, плохие HR не возвращаются, либо возвращаются там спустя какое-то время. Вот, но просто будь готов, что к тебе неправильные HR могут не вернуться, либо могут забыть, либо ну, просто не захотели общаться побольше. Вот, а так фидбэк, смотря в какую организацию, но я думаю, на джуна пентест опять-таки ты можешь попасть спокойно. Вот, тем более, несмотря на то, что у тебя опыта нету, но, понятное дело, ты на джун-позицию залетаешь. Вот, опыт с преподавателем по CTF, я думаю, он валидный, и он может тебе помочь действительно куда-то залететь. Это хорошо. Несмотря на то, что ты, да, еще не закончил университет, очень много, и даже в моей команде есть студентов там 3-4 курса, которые тоже у нас работают, и им дают реальные проекты, они пентестят, все хорошо. То есть практика нанимать джунов прям с корешков, скажем так, она присутствует, и она в IT и в пентесте тоже очень такая хорошая. Вот. Ну хорошо, все, как бы все круто было, спасибо большое. Да, да, еще буквально тоже пару слов по поводу HR. То есть, если мы говорим, в принципе, про собесы, то HR, они, наверное, первый этап собеседования проводят скорее такой общего формата, там могут чуть-чуть на софт-скиллы твои посмотреть, могут буквально там какой-то общий очень скрининг, насколько им кажется, там, твое резюме соответствует твоей как бы вакансии, твои знания, то есть какое-то общее впечатление о тебе, как о человеке, так сказать, написать, а дальше уже передают данные, собственно, потенциальному тимлиду, и решение о найме тебя принимает обычно, то есть условный тимлид. Из позиции тимлида проводится скрининг твоих тех скиллов, а тех скиллы у тебя действительно на очень хорошем уровне, как Денис сказал. Так что я думаю, перед тобой сейчас все дороги открыты, поэтому удачи. Спасибо.